В этом видео я покажу, как связать такую куклу-ведьму на Хэллоуин. Использую пряжу Yarn Art Jeans. Крючок номер 2. Вяжем руки. Кольцо амигуруми. 6 столбиков в кольцо. Второй ряд. 6 прибавок. Всего 12 столбиков в ряду. Третий и четвертый ряд вяжем без изменений по 12 столбиков в ряду. Пятый ряд вяжем пальчик. В одно основание провязываем 4 столбика с одним накидом, но не довязываем столбики до конца. Провязываем столбики вместе. Далее вяжем 11 столбиков без накида до конца ряда. Шестой ряд. Делаем одну убавку. Далее довязываем столбики без накида до конца ряда. Всего получится 11 столбиков в ряду. Седьмой ряд. Одна убавка и столбики без накида до конца ряда. Всего 10 столбиков в ряду. Восьмой ряд. Вяжем без изменений 10 столбиков. Довязали, делаем соединительный столбик и обрезаем нить. Продолжаем вязать руку, вяжем рукав. Делаем 10 воздушных петель. В первую воздушную петлю провязываем столбик без накида. Образуем круг. Провязываем столбики без накида до конца ряда. Всего получится 10 столбиков в ряду. Одеваем рукав на руку. Во втором ряду рукава провязываем 10 столбиков без изменений. Захватываем обе стенки вместе, стенки руки и стенку рукава. Продолжаем вязать рукав без изменений до конца рукава по 10 столбиков в ряду. Всего провязываем 14 рядов в рукаве. Довязали. Складываем руку таким образом, чтобы пальчик смотрел в бок. Довязываем необходимое количество столбиков до серединки. Наполняем. Снизу руки наполняем побольше, посередине немного, сверху не наполняем, чтобы руки не торчали. Заканчиваем вязание руки, провязывая столбики, захватывая 2 стенки руки вместе. Обрезаем нить. Вяжем ноги. 5 воздушных петель. 3 столбика,
начиная со второй петли от крючка. Последнюю воздушную петлю вяжем 3 столбика. Поворачиваем, вяжем 2 столбика и 1 прибавка. Второй ряд. Прибавка. Два столбика. 3 прибавки. Два столбика. 2 прибавки. Третий ряд. 1 столбик, 1 прибавка, 2 столбика, 1 столбик, 1 прибавка, и так 3 раза. Два столбика, 1 столбик, 1 прибавка, и так 2 раза. Четвертый ряд. Вяжем по кругу 22 столбика за заднюю стенку петель. Пятый ряд. Вяжем 22 столбика по кругу за обе стенки петель предыдущего ряда. Шестой ряд. 8 столбиков. Три убавки. Восемь столбиков. Седьмой ряд. 7 столбиков. Три убавки. Шесть столбиков. Восьмой ряд. 4 столбика. Четыре убавки. Четыре столбика. Всего должно получиться 12 столбиков в ряду. С 9 по 12 ряд вяжем без изменений по 12 столбиков в ряду. 13 ряд. Присоединяем низ другого цвета, цепляемся за задние стенки петель предыдущего ряда. Вяжем 12 столбиков в ряду без изменений. Первую нить пока не обрезаем.
Теперь провязываем нитью зеленого цвета 12 столбиков за передние стенки петель 12 ряда. С 14 по 19 ряд вяжем по 12 столбиков в ряду без изменений. Двадцатый ряд. 2 столбика, одна прибавка, 5 столбиков, одна прибавка, 3 столбика. Всего 14 столбиков в ряду. С 21 по 23 ряд вяжем по 14 столбиков в ряду без изменений. 24 ряд. 3 столбика, 1 прибавка, 6 столбиков, 1 прибавка, 3 столбика. Всего 16 столбиков в ряду. С 25 по 30 ряд вяжем по 16 столбиков в ряду без изменений. Довязали ногу. В конце делаем соединительный столбик и обрезаем нить. Вторую ногу вяжем точно так же, как и первую, только нить не обрезаем, а продолжаем вязать. Берем обе ноги, первую ногу располагаем слева, вторую ногу справа. Носочками от себя ищем серединки, складываем ноги пополам. Во второй ноге, которая справа, довязываем столбики до серединки, до этого места. Делаем 3 воздушные петли и присоединяемся ко второй ноге. Вот здесь сбоку посерединке, где мы складывали. Провязываем столбик. Обвязываем ногу дальше по кругу, столбиками без накида. Далее вяжем 3 столбика по воздушным петлям. Захватываем воздушные петли снизу. И обвязываем вторую ногу по кругу, 16 столбиков. Далее вяжем 3 столбика по воздушным петлям. Опять захватываем воздушные петли снизу. Это был первый ряд туловища. Всего получилось 38 столбиков в ряду. Второй ряд туловища вяжем без изменений 38 столбиков по кругу. Третий ряд вяжем также без изменений 38 столбиков в ряду. Четвертый ряд. Меняем нить. Берем нить черного цвета, присоединяем. Вяжем 38 столбиков без изменений.
а нить цвета тела обрезаем. Пятый ряд. Вяжем за задние стенки петель предыдущего ряда, то есть дальние от себя, 38 столбиков. С 6 по 11 ряд вяжем без изменений по 38 столбиков в ряду. Я довязала 11 ряд и наполнила ноги. 12 ряд. 9 столбиков. Одна убавка. 17 столбиков. Опять делаем одну убавку. И провязываем 8 столбиков. 13 ряд. 4 столбика. Одна убавка. И так 6 раз. Всего получится 30 столбиков в ряду. 14 и 15 ряды вяжем без изменений по 30 столбиков в ряду. 16 ряд. 3 столбика. Одна убавка. И так повторяем 6 раз. Всего 24 столбика в ряду. 17 и 18 ряды вяжем без изменений по 24 столбика в ряду. 19 ряд вяжем также без изменений 24 столбика в ряду. В 20 ряду будем присоединять руки. Располагать их будем по бокам. Пальчики смотрят вперед, туда же, куда и носочки. Начинаем вязать столбики. Чтобы присоединить руку, одновременно провязываем руку и туловище. Далее опять провязываем столбики. Довязали до середины, ввязываем вторую руку. Так же, как и первую, одновременно провязываем руку и туловище. Проверяем, ровно ли получились у нас руки. Довязываем столбики до конца ряда. Двадцать первый ряд. 2 столбика. Одна убавка. И так провязываем 6 раз. Всего 18 столбиков в ряду. 22 ряд. Вяжем 18 столбиков за передние стенки петель предыдущего ряда. Довязали, делаем соединительный столбик и обрезаем нить. Вяжем юбку. Разворачиваем куклу задней стороной к себе, ногами от себя. Вводим крючок в петлю. Присоединяем нить оранжевого цвета. Вяжем 3 воздушные петли. Столбик с одним накидом в это же основание. Две воздушные петли и 2 столбика с одним накидом в то же основание.
Пропускаем одну петлю. Следующую вяжем 2 столбика с одним накидом. Две воздушные петли и опять 2 столбика с одним накидом в одно основание. Таким образом вяжем до конца ряда. Довязали первый ряд юбки. Делаем соединительный столбик. Обрезаем нить. Присоединяем нить черного цвета, цепляясь за 2 воздушные петли, которые провязывали в предыдущем ряду. Второй ряд вяжем точно так же, как и первый. Вяжем 3 воздушные петли, столбик с одним накидом, две воздушные петли, 2 столбика с одним накидом в одно основание. Далее вяжем в воздушные петли предыдущего ряда 2 столбика с одним накидом, две воздушные петли и еще раз 2 столбика с одним накидом. И так вяжем до конца ряда. Довязали второй ряд, делаем соединительный столбик и обрезаем нить. Таким же образом вяжем остальные ряды, чередуя оранжевый и черный цвет. Всего я связала 6 рядов юбки, 3 оранжевых ряда и 3 черных. Прячем нити. Продолжаем вязать туловище. Присоединяем нить цвета туловища за оставшиеся задние стенки петель и вяжем 18 столбиков без накида. Это был последний ряд туловища. Начинаем вязать голову. В первом ряду провязываем 18 прибавок. Всего получится 36 столбиков в ряду. Второй ряд. 5 столбиков. Одна прибавка. И так 6 раз. Всего получится 42 столбика в ряду. Третий ряд. 6 столбиков. Одна прибавка. И так повторяем 6 раз. Всего 48 столбиков в ряду. Четвертый ряд. 7 столбиков. Одна прибавка. И так повторяем 6 раз. Всего 54 столбика в ряду. С 5 по 9 ряд вяжем без изменений по 54 столбика в каждом ряду. 10 ряд. Разворачиваем куклу лицом к себе. Отмеряем на лице посередине 14 столбиков и ставим маркеры. В этом месте мы будем делать убавки. Разворачиваем.
Начинаем вязать до первого маркера. Столбики без накида, без изменений, по кругу. А в этом месте, где мы отметили, будет 7 убавок. Далее довязываем ряд до конца столбиками без накида. С 11 по 13 ряд вяжем без изменений по 47 столбиков без накида. 14 ряд. Поворачиваем куклу лицом к себе, находим посередине 7 столбиков, ставим ориентиры, маркеры или ниточки. Довязываем до первого маркера столбики без накида, без изменений. В этом месте будет 7 прибавок. Далее довязываем ряд до конца столбиками без накида. С 15 по 20 ряд вяжем без изменений по 54 столбиков в ряду. Обрезаем нить. Обрезаем нить. Наполняем туловище. 21 ряд. Присоединяем нить цвета волос. Вяжем 7 столбиков. Одна убавка. И так повторяем 6 раз. Всего получится 48 столбиков в ряду. 22 ряд. 6 столбиков. Одна убавка. И так повторяем 6 раз. Всего получится 42 столбика в ряду. 23 ряд. 5 столбиков. Одна убавка. И так повторяем 6 раз. Всего получится 36 столбиков в ряду. 24 ряд. 4 столбика. Одна убавка. И так повторяем 6 раз. Всего получится 30 столбиков в ряду. 25 ряд. 3 столбика. Одна убавка. И так повторяем 6 раз. Всего получится 24 столбика в ряду. 26 ряд. 2 столбика. Одна убавка. И так повторяем 6 раз. Всего получится 18 столбиков в ряду. Наполняем голову. Двадцать 27 ряд. 1 столбик. Одна убавка. И так повторяем 6 раз. Всего получится 12 столбиков в ряду. В 28 ряду вяжем 6 убавок. Всего получится 6 столбиков в ряду. Обрезаем нить. Стягиваем отверстие
продевая нить через каждую петлю. Можно делать это иглой, можно крючком. Прячем нить. Разворачиваем куклу лицом к себе, примерно посередине. Вводим крючок между столбиков, прикрепляем нить. Вяжем 65 воздушных петель. Начиная со второй петли от крючка, вяжем столбики без накида до конца воздушных петель. Довязали. Крепим прядь к голове, цепляясь между столбиков. Делаем соединительный столбик. Следующую прядь волос вяжем точно так же. Набираем 65 воздушных петель и вяжем столбики без накида, начиная со второй петли от крючка до конца воздушных петель. Цеплять прядки будем в направлении от лица, потом в обратном направлении. Провязала в направлении от лица 6 прядок. Седьмую прядку буду прикреплять в обратном направлении. Я довязала первый ряд, обрезала и спрятала нити. Вяжем второй ряд. Отступаем от первого ряда примерно 5 столбиков. Прикрепляем нить. Набираем 60 воздушных петель. Начиная со второй петли от крючка, вяжем столбики без накида до конца воздушных петель. Крепимся точно так же, как в первом ряду, между столбиков. Двигаться будем по кругу, от лица, потом к лицу. В этом месте, где заканчивается первый ряд, будем крепить пряди близко к первому ряду, чтобы прядки смотрели назад, а между первым и вторым рядом не осталось свободного пространства. Довязали второй ряд по кругу, пропускаем вниз 5 столбиков примерно, вот это расстояние. Третий ряд вяжем точно так же, как и второй по кругу. Следующие ряды так же, как предыдущие. Последний ряд связала пряжей зеленого цвета. Пряди в двух последних рядах связала чуть короче, набирала по 55 воздушных петель. Всего связала 6 рядов волос. Вяжем шляпу, кольцо амигуруми. Шесть столбиков в кольцо. Со второго по четвертый ряд вяжем по 6 столбиков в ряду. Пятый ряд. 1 столбик, 1 прибавка. И так повторяем 3 раза. Всего 9 столбиков в ряду. С 6 по 8 ряд вяжем по 9 столбиков в ряду без изменений.
9 ряд, 2 столбика, 1 прибавка, и так повторяем 3 раза. Всего получится 12 столбиков в ряду. Десятый ряд, вяжем 12 столбиков в ряду без изменений. Одиннадцатый ряд, 3 столбика, 1 прибавка. И так повторяем 3 раза. Всего получится 15 столбиков в ряду. 12 ряд, вяжем 15 столбиков в ряду без изменений. 13 ряд, 4 столбика, 1 прибавка. И так повторяем 3 раза. Всего 18 столбиков в ряду. 14 ряд, 18 столбиков без изменений. 15 ряд, 5 столбиков. 1 прибавка. И так повторяем 3 раза. Всего получится 21 столбик в ряду. 16 ряд, провязываем 21 столбик без изменений. 17 ряд, 6 столбиков. 1 прибавка. И так повторяем 3 раза. Всего получится 24 столбика в ряду. 18 ряд, 5 столбиков. 1 прибавка. И так повторяем 4 раза. Всего получится 28 столбиков в ряду. 19 ряд, вяжем 28 столбиков без изменений. 20 ряд, 6 столбиков. 1 прибавка. И так повторяем 4 раза. Всего получится 32 столбика в ряду. 21 ряд, 7 столбиков. 1 прибавка. И так повторяем 4 раза. Всего получится 36 столбиков в ряду. 22 ряд, 5 столбиков. 1 прибавка. И так повторяем 6 раз. Всего получится 42 столбика в ряду. 23 ряд, 6 столбиков. 1 прибавка. И так повторяем 6 раз. Всего получится 48 столбиков в ряду. 24 ряд, 5 столбиков. 1 прибавка. И так повторяем 8 раз. Всего получится 56 столбиков в ряду. 25 ряд, вяжем 56 столбиков по кругу без изменений.
26 ряд, 6 столбиков, 1 прибавка. И так повторяем 8 раз. Всего получится 64 столбика в ряду. 27 и 28 ряд вяжем по 64 столбика в ряду без изменений. В конце вяжем соединительный столбик и обрезаем нить. Отсчитываем 19 рядов в шляпе сверху, вводим крючок между столбиков, берем черную нить и делаем ремешок в шляпе. Провязываем соединительные столбики. Вышиваем пряжку. Вяжем повязку. Оставляем хвостик подлиннее для пришивания. Набираем 5 воздушных петель. Начиная со второй петли от крючка, вяжем соединительные столбики до конца воздушных петель. Делаем воздушную петлю, поворачиваем. Начиная со второй петли от крючка, вяжем опять соединительные столбики. Вяжем за дальнюю стенку петли предыдущего ряда. Таким образом провязываем необходимое количество рядов. У меня получилось 76 рядов. Пришиваем повязку к шляпе. Вышиваем шнурки на ботинках. Завязываем узелок. Потом бантик. И еще 2 узелка. И обрезаем нитки.
глаза. Отступаем от начала головы 11 рядов вверх. В 12 и 13 ряду ищем 6 центральных столбиков. 4 столбика будет занимать зрачок. Сначала вышиваем его между 11 рядом на 12 и 13 ряду. Расстояние между двумя зрачками 6 столбиков. Вышиваем полукруг нитками зеленого цвета. Второй ряд вышиваем также по кругу, только я взяла нитки более темного оттенка. Следующий ряд вышиваю так же, как предыдущие два, только белым цветом. Вышиваем блики. Вышиваем контур глаза сверху. Вышиваем реснички. Коричневым цветом вышиваем брови. Вышиваем нос. Между 9 и 10 рядами находим середину. Делаем несколько стежков на одном месте. Вышиваем рот, отступаем от начала головы 5 рядов столбиков вверх, делаем несколько стежков,
на одном месте, так же как и носик. Делаем стежок в бок и немного вверх. И с другой стороны также.